Мое видео с обзором парка Галицкого стало одним из самых популярных видео о парке на всем Ютубе. Это была непростая работа, в которую я вложила всю душу и, как оказалось, не зря. Под видео с 500 000 просмотров, сотни комментариев людей с благодарностью. Я решила разобраться, в чем же феномен этого парка и почему Сергей Галицкий потратил сотни миллионов долларов на его строительство. Меня зовут Софья Тихомирова, вы на канале Экоплант, и если вам тоже интересно разобраться, оставайтесь до конца. Хочу немного рассказать о том, кто же такой Сергей Галицкий. Сергей Галицкий родился 14 августа 1967 года в маленьком приморском поселке Лазаревское. Отец работал шофером, а мать экономистом. Семья обычная, небогатая, но родители старались дать сыну хорошее образование. После армии Сергей поступил в Кубанский государственный университет на экономический факультет. Хочется затронуть особенно фамилию, потому что она ему досталась не от отца, а от жены. Он сменил свою настоящую фамилию Арутюнян на ее фамилию после свадьбы. Это довольно редкий случай, особенно для мужчин, но сам Галицкий никогда не делал из этого тайны. По некоторым данным, отец жены Сергея Галицкого настоял на том, чтобы он взял их фамилию. Но это все слухи, поэтому на них мы останавливаться не будем. Несмотря на простое происхождение, Сергей Галицкий сумел построить одну из крупнейших бизнес-империй России «Магнит», став таким образом символом успешного предпринимателя, который сделал себя сам. В 2008 году Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар», в 2016 году был открыт новый стадион клуба, а в 2017 году прилегающий парк «Краснодар», о котором сейчас знают по всему миру. Идея создания парка появилась у Сергея Галицкого еще в 2016 году. Тогда он решил превратить заброшенный участок земли в центре города в общественное пространство. До строительства парка на этом месте была обычная пустырная территория. Ее использовали как парковку для строительной техники. Вот так из бесформенного участка земли появилось одно из самых красивых общественных пространств России. На проект пригласили не просто хороших спецов, а лучших. Авторами являются архитектурное бюро из Германии GMP International. Они проектировали первые очереди вплоть до 2020 года. В парке настолько много локаций, что потратить на его изучение можно полдня, а то и больше. Ландшафтные архитекторы продумали все до мелочей. Например, в этой зоне есть вот такие футуристичные стулья, и несмотря на их замысловатый дизайн, они очень удобные. Вы можете взять этот стул, расположиться, где вам удобно, и подумать о чем-то своем. Строящийся сад облаков проектировала команда Александра Гривко, японский сад создал Ясуу Беппу, а навигацию разрабатывала студия Артемия Лебедева. Кстати, установка указателей, видимо, все еще в проекте. Сейчас в парке сложно найти нужный объект и легко пропустить что-то интересное. Давайте разберемся, почему парк Галицкого отличается от всех остальных парков, в которые мы привыкли с вами ходить. Обычно, когда строят общественные пространства, экономят на всем. На материалах и кладут тонкую плитку вместо прочного гранита. Сажают только самые дешевые неприхотливые виды, тонкие прутики, которые через какое-то время погибают. Но Галицкий – человек, который не делает как все. Он вкладывает деньги так, чтобы каждый элемент был на высшем уровне. Например, те деревья, которые есть в парке, они привезены из разных стран, а системы полива и освещения самые современные. Сергей Николаевич отказался от стандартных бюрократических решений, из-за которых все парки, как под копирку, сделаны по принципу «лишь бы сдать объект». В таких местах нет и речи о качестве и долговечности. Он же сам выбирал лучших специалистов и контролировал каждый этап строительства. Парк Галицкого в Краснодаре – это уникальное явление в ландшафтной архитектуре России.
И даже не только России, наверное. Обычно у нас как? Лавочки, асфальтовые дорожки, редкие клумбы, а здесь четкая геометрия, идеально подстриженные деревья, каскадные фонтаны, холмы, лабиринты из растений. Все это создает ощущение, что ты не в Краснодаре, а где-то в Сингапуре или Копенгагене. Ребята, посмотрите, какие здесь есть сосны. Настолько красивые, что мне даже не верится, что у нас в России такое есть. Я вот сейчас буквально за кадром достала телефон, чтобы сделать пару кадров так для себя на память. И думаю, серьезно? Я в России? Я смотрю на эти зеленые идеальные газоны, на эти изгороди из пузыреплодников, клены, на сливы, на эти сосны. И действительно поражаюсь, что я могу просто приехать в Краснодар и увидеть это все своими глазами. Я просто в восторге, и я хочу, чтобы здесь каждый из вас побывал хотя бы раз в жизни. Причем парк Галицкого на самом деле не останавливается в своем развитии ни на секундочку. Они каждый год открывают какие-то новые локации. Пару лет назад не было японского сада. Мы, кстати, сегодня в него тоже заглянем. И еще много чего здесь не было. То есть изначально парк построился очень быстро, буквально за 1 год его возвели. Но с такими темпами, с какими он развивается и дальше, я не знаю, что здесь будет через 5-10 лет. Точная стоимость строительства парка Краснодар официально не раскрывалась, но по разным оценкам составляет от 4 до 5 миллиардов рублей. Сколько всего денег вы потратили в общей сложности на всю эту историю? Ну, это так не считается, потому что значит потратили? Ну, какие-то вещи Вложили. зарабатываем. Ну, были оценки пару лет назад, что 400 миллионов долларов. На что? На все вместе. На стадион, Ну, я не знаю. вложение в парк. Вот Ну, всё давайте мы вместе, оставим всю среду. все-таки, я извиняюсь, что в вашей программе рекламирую, Дудю вычислить, сколько стоит, не знаю, на футбольные трусы, блин, и вот в каком магазине они куплены. Но я думаю, что это как-то объединяет вот вообще человеческую жизнь, когда мы начинаем рассказывать, а какой пастой ты чистишь зубы, там, а сколько конкретно до копейки истрачено. Это же не бизнес. И вот парадокс. Обычно, когда что-то ты делаешь, такое особенно необычное, хочется об этом кричать на весь мир, бить себя в грудь и ждать, естественно, одобрения от людей. Насколько по-другому на это смотрит Сергей Галицкий. Он решил вложить огромные средства в строительство не потому, что для него важно одобрение людей, а потому что его главная цель — оставить после себя значимое наследие. Такой подход был у Сергея на самом деле не только в строительстве, но и в бизнесе. Он выстроил максимально эффективную розничную сеть и превратил «Магнит» из одного магазина в Краснодаре в сеть из более чем 16 тысяч торговых точек. А в его футбольной академии было главное правило – никаких взяток и блатных в отборе, только талант и труд. Он создал систему подготовки игроков, где дети учатся и тренируются в лучших условиях. Галицкий не раз говорил, что деньги для него не самоцель. Он считает, что у людей, которые добились успеха, есть ответственность перед обществом. Он вкладывает в то, что считает важным, а не просто накапливает состояние. Я разговаривал с своей дочерью. Что, наверное, количество денег, которое у нее будет, оно будет достаточно ограниченным. Потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировался клуб, школа и все остальное прочее, да, там, стадион и так далее. Потом базу новую для клуба строим. И она согласилась со мной. То есть, во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию, и, во-вторых, в гробу карманов нет. То есть, ты заработал в этом обществе, и ты, должен отдавать этому обществу. То есть, ты не сможешь съесть 2 завтрака, ты как не пытайся. Второй завтрак уже будет полдником, да? Площадь парка 22 гектара, а это примерно 32 футбольных поля. Ежегодно парк посещают около 1,5 миллиона человек. Гулять здесь можно долго, потому что общая длина пешеходных дорожек около 9 километров. Этот парк задумывался как пространство для вдохновения, отдыха и эстетического наслаждения. Именно поэтому он не похож на стандартные городские парки. В парке высажены редкие растения, подобранные с учетом климата Краснодара, включая зрелые деревья, привезенные из Европы. Архитекторы продумали парк таким образом, чтобы он был красивым в любое время года с сезонными акцентами в растительности. И знаете, что еще важно? Все сделано для людей.
Здесь нет случайных элементов. Если ты хочешь полежать на траве, есть газоны, где это разрешено. Если ты хочешь в тени отдохнуть, то, пожалуйста, беседки, деревья, водоемы для свежести. Детям стало скучно. Тут есть огромные игровые площадки, необычные горки и даже зоны с туманом в жару. О, ну... Друзья, амфитеатр! Пожалуйста, садимся и летом смотрим кино. Приезжаем сюда с детьми, с парнями, с мужьями. Ой, нет, все, я точно остаюсь здесь. Амфитеатр — это концертный зал под открытым небом. Сюда можно прийти не только отдохнуть, но и посмотреть футбольный матч на большом экране размером с однокомнатную квартиру. Его площадь 40 квадратных метров. Кроме амфитеатра в парке еще много мест, где хочется задержаться. Одна из самых атмосферных и красивых зон — японский сад. Здесь, как и подобает любому японскому саду, царит гармония и покой. Территорию в японском саду постарались максимально приблизить к природе. Ведь японский сад в философии Японии — это храм на открытом воздухе для почитания духов природы. Традиционный японский сад — это модель не только природного ландшафта страны восходящего солнца в миниатюре, но и всего их мироздания. Тропинки в японском саду выложены настоящим камнем, и перемещение по ним создает ощущение, как будто ты ходишь по горам. Но хочу отметить, что ходить по таким тропинкам совсем непросто, поэтому надевайте удобную обувь на плоской подошве. Японский сад занимает площадь 7,5 гектаров, и в нем высажено почти 300 тысяч растений. Особенно красив японский сад весной, во время цветения азалий и рододендронов, и осенью, когда краснеют японские клены. Кагамиэке — это главный водоем японского сада. Он волшебным образом выполняет роль зеркала, в котором отражаются пагода Тахота, водопад Атаки, а также деревья и кустарники. Это, пожалуй, одно из лучших мест для фото. Сложный и витиеватый мост Яцухаси символизирует не менее трудный путь постижения истины. У японцев число 7 считается магическим и счастливым. Столько же изломов имеет и линия моста. В Японии похожие сооружения ассоциируются с тернистым жизненным путем. Открылся сад в 2023 году, а желающих сюда попасть по-прежнему много. Прежде чем войти на территорию, необходимо заполучить специальный QR-код. А получить его можно несколькими способами. Способ номер 1 – простоять в живой очереди. Вам нужно подойти ко входу в японский сад, где стоит специальный инфомат, и выдает он проходной билет. Чтобы не ждать очередь, можно забронировать столик в ресторане Рётей, сходить на чайную церемонию или записаться на мастер-класс по созданию оригами или рисованию акварелью. Понятно, что все эти процедуры платные, поэтому вы можете выбрать для себя подходящую. Парк Галицкого в Краснодаре выделяется не только масштабом, но и необычными архитектурными и ландшафтными решениями. Например, зеленый лабиринт. Это живая изгородь в форме лабиринта, внутри которого можно гулять, пробираясь сквозь сложные переплетения растений. И особенно эффектно это смотрится с высоты. Здесь же есть панорамный мост. Это высокая круговая конструкция, которая возвышается над парком, с которой открываются панорамные виды на территорию. А еще сухой фонтан. Это фонтан, в котором струи воды появляются прямо из-под земли без чаши. Можно бегать между струями, и особенно это нравится детям. И, пожалуй, главное отличие этого парка от всех других — это тем, что он частный, и тем, что он доступен всем. Частное лицо, свои деньги. Но вход бесплатный для всех. Почему?
Потому что Галицкий строил его не ради прибыли, а ради идеи. Он хотел, чтобы люди жили в красивой среде, где можно просто гулять, отдыхать и вдохновляться. Галицкий сам говорил, что ему важно оставить что-то для города. Не просто заработать деньги, а сделать место, которое переживет его самого. И он сделал. Парк уже стал визитной карточкой Краснодара, туристы едут сюда специально, а жители города получили уголок, которым реально можно гордиться. Парк Галицкого — это про видение, любовь к деталям и отказ от компромиссов. Это пример того, каким может быть общественное пространство, если его делает человек, который искренне хочет сделать мир лучше. А вы как считаете, можно ли назвать это место нерукотворным памятником, и что было бы, если бы все были такими, как Сергей Николаевич Галицкий? От всей души искренне благодарю его за то, что создал такой замечательный и прекрасный парк, которым мы можем пользоваться и наслаждаться. Чтобы почувствовать всю атмосферу места, вам нужно приехать сюда самому. Так что не теряйте времени, приезжайте в парк Краснодар и ощутите эту всю атмосферу на себе, увидьте это все своими глазами. Это был вау-обзор, это был Экоплант. Берегите себя и путешествуйте вместе с нами. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и до новых встреч!